Анна Делви жила роскошной жизнью. Она общалась с некоторыми из самых важных людей в мире, хотя никто на самом деле не знал, кто она такая. Многие предполагали, как она и говорила, что она была богатой немецкой миллионершей, которая переезжала из города в город, тратя деньги по своему усмотрению. Она обманывала всех и при этом жила как королева. Читайте дальше, чтобы узнать об удивительной жизни Анны Делви, женщины-миллионера, у которой не было ни гроша за душой. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Мне нравится», подпишитесь и не забудьте нажать кнопку уведомления, чтобы не пропустить ни одной из наших новых статей. Анна Делви была женщиной, которую знали все представители нью-йоркской светской жизни. Если бы кто-то спросил, откуда она родом, вряд ли кто-то получил бы один и тот же ответ дважды. Она появлялась в светской жизни Сохо и умело размещала себя во всех местах, где люди хотели бы находиться. Просто взглянув на Анну, можно было сказать, что она богата. Это также отражалось на ее поведении. Она вела себя так, будто могла делать все, что хотела, и когда хотела. Это было одной из причин, по которой многие годы никто не понимал, чем она на самом деле занимается. У Анны Делви не было постоянного адреса. Она просто переезжала из отеля в отель, время от времени покидая страну, чтобы возобновить действие своей туристической визы. Канада. Когда Анна переехала в новый бутик-отель в Сохо на Говард-стрит 11, она быстро завоевала репутацию. По словам людей, которые ее знали, она всегда оказывалась в нужном месте в нужное время. Она также знала всех нужных людей. Поэтому в отеле Сохо у нее даже не попросили кредитную карту. Эти люди помогли ей достичь амбициозной цели, но в конечном итоге они же привели к ее падению. Анна Делви жила жизнью знаменитости, раздавая чаевые в размере $100, как ни в чем не бывало, и всегда носила одежду от модного дизайнера. Она быстро подружилась с консьержкой в 11 Хавард, молодой женщиной по имени Нефитари Дэвис, сокращенно Неф. Неф был заинтригован с того самого момента, как Анна Делви вошла в отель. Она пробыла там месяц, необычно долго. Так поступали только богатые знаменитости, сказал. Каждый раз, когда она подходила к стойке консьержа, Нефа ждала банкнота в $100. По мнению Неф Дэвис, Анна Делви идеально подходила на роль светской львицы из Сохо и той, с кем ей следовало бы сблизиться как можно больше. Неф была начинающим кинематографистом, и связи Анны могли только помочь ее карьере. Анна подходила к стойке администратора, чтобы посоветоваться, где можно поесть или куда сходить. Но быстро стало очевидно, что Анна уже знала, куда лучше всего сходить. Она даже была знакома с владельцами, барменами и официантами. Так почему же она так сблизилась с Нефом? До Неф быстро дошло, что Анна Делви была гостьей, которой нужна была не информация, а ее время. Она хотела завести друга в отеле, и это именно то, что она получила. Это. По мере того, как Анна и Неф становились ближе, опасность росла. «Ты просто сидишь и слушаешь, потому что это твоя жизнь консьержа», – позже вспоминал Неф. Общение не было для нее чем-то необычным, но это был первый раз, когда она подружилась с гостем в нерабочее время. Довольно скоро они стали вместе ходить в рестораны и клубы. Анна Делви быстро завоевала репутацию одной из самых щедрых постоялиц отеля 11 Хавард, дав чаевые в размере $100. «Люди боролись за то, чтобы отнести ее посылки наверх», – сказала Неф. «Сражайтесь, потому что вы знали, что получите $100. Анна Делви знала, что деньги говорят громче слов, и у нее никогда не было недостатка в $100 купюрах. Она платила за все наличными и исключительно $100 купюрами. Питание. Никто не знал, откуда у нее взялись деньги, и никто не спрашивал. «Она всем давала», – сказала Неф. «Водители, Uber, $100 наличными. Питание? Слушай, ты знаешь, как достать кредитную карту?
Она мне не позволила. Анна Делви даже наняла личного тренера или коуча по жизни за небольшую плату в $4500. Это небольшая плата, по крайней мере, для Анны. Анна. Со всеми этими деньгами, которыми Анна разбрасывалась, было очевидно, что она очень богата, а по ее европейскому акценту можно было предположить, что она дочь богатой европейской семьи и собирается унаследовать миллионы. Анна казалась принцессой, которая просто решила отдохнуть от своего замка. Помимо того, что Анна Делви подружилась с Неф Дэвис, она взяла на себя задачу организовывать и проводить большие обеды в Ле Куку, дорогом французском ресторане неподалеку, для себя и своих коллег. Мероприятия были на удивление звездными. На них присутствовали руководители компаний, артисты, спортсмены и даже знаменитости. Новая подруга Анны, Неф, конечно же, была приглашена на званые ужины. Однажды вечером она даже обнаружила, что сидит рядом с Макалеем Калкиным. И этот опыт она назвала неловким. У меня было так много вопросов, и он был рядом. Но они говорили о дружеских вещах. Так что у меня так и не было возможности спросить: «Так вы крестный отец детей Майкла Джексона?» Анна Делви обладала тайной способностью влиять на других людей. Она знала людей и знала, как с ними ладить. Внешне она выглядела как обычная девушка, во многих отношениях ничем не примечательная, но умела находить общий язык с людьми. Один мужчина, познакомившийся с Анной на неделе моды в Париже, описал ее как милую и вежливую девушку, которая просто представилась, а потом вдруг стала просто болтаться с его друзьями и поддерживать беседу. Главным достоинством Анны было то, что она умела общаться с людьми. По словам тех, кто знал Анну, ей удавалось бывать в самых нужных местах. Она прилетела на вечеринку в Берлине на частном самолете в самой модной одежде. Однако никто не знал, откуда у нее взялось богатство. «Вокруг так много детей из трастовых фондов», – сказал директор по маркетингу по имени Салех, который знал Анну. «Все, твои лучшие друзья, и ты ничего ни о ком не знаешь». Но, как вскоре выяснилось, Анна была тем человеком, которого ты не хотел знать. Анна познакомилась с Майклом Суфу Хуангом, весьма успешным коллекционером произведений искусства и основателем музея, на художественной выставке, и они сразу же сблизились. Сделал. Настолько, что они решили отправиться в Италию, чтобы вместе отпраздновать Венецианскую биеннале. Анна попросила Майкла записать стоимость перелета и отеля на его кредитную карту, что показалось ему немного странным. Она, конечно, пообещала вернуть ему долг. Майкл тогда не придал этому большого значения, учитывая, что для него это были небольшие деньги. Но вернет ли она ему когда-нибудь долг? Во время пребывания в Италии Майклу показалось странным, что Анна Делви за все расплачивается наличными. Это было странно, но все же не означало, что что-то не так, а затем поездка подошла к концу. И когда пришло время вернуть деньги Майклу, казалось, она совсем забыла о деньгах. Однако для Майкла это не было чем-то новым. Он был знаком со сверхбогатыми людьми. А когда ты сверхбогат, ты можешь позволить себе не обращать внимания на, казалось бы, незначительные детали. Через некоторое время Майкл тоже забыл. На свой день рождения Анна решила выложиться по полной и устроить себе незабываемую вечеринку. Она наняла пиар-фирму, чтобы та все организовала и позаботилась о том, чтобы пришло много успешных людей. Она также пригласила Майкла, своего супербогатого друга. Вечеринка удалась на славу, и все, казалось, шло хорошо, пока не закончилось. Через несколько дней после вечеринки Майкл получил сообщение с просьбой предоставить контактную информацию Анны Делви, потому что она не оплатила счет. И тогда Майкл понял, что Анна не та, за кого себя выдает. Люди начали задаваться вопросом, кто такая Анна Делви и откуда она взялась. Никто не был до конца уверен, и у всех, кто знал ее, были разные версии о том, откуда, по их мнению, она родом и откуда взялось ее богатство. Один из друзей сказал, что отец Анны Делви был дипломатом в России,
и что у нее были семейные деньги. Другой подруге сказали, что ее отец был титаном нефтяной промышленности. Но кто же была настоящая Анна Делви и чем она занималась? Другая подруга была уверена, что ее семья в Германии занимается антиквариатом, и именно отсюда ее богатство. Но, к сожалению, все теории оказались неверными, и Анна Делви, если это действительно было ее настоящее имя, в конце концов всех удивила. Эти предположения Анну не беспокоили. На самом деле все было наоборот. Чем больше людей интересовалось, кто она и откуда, тем больше интриг возникало вокруг нее. Она не собиралась позволять ничему встать на пути к достижению своей конечной цели. Целью Анны Делви было создание эксклюзивного клуба, посвященного искусству, под названием Anna Delvey Foundation, или сокращенно ADF. Она даже наняла креативного директора из Лондона Марка Кримерса, чтобы тот помог ей с брендингом ее нового предприятия. После поиска мест для нового клуба она в конце концов нашла идеальное место – местоположение. Анна решила, что займется перепланировкой помещения по адресу Южная Парк-авеню, 281. Единственная загвоздка – ей пришлось бы брать кредиты на миллионы долларов. И вот, благодаря своим связям, она нашла человека, который согласился ей помочь. Финансовый партнер Анны, который помогал ей приобрести помещение, написал в электронном письме, что она нуждается в кредите, потому что ее личные активы, которые являются довольно значительными, находятся за пределами США. Некоторые из них находятся в доверительном управлении UBS за пределами США. Анна Делви пообещала, что у нее есть необходимые средства. Ресурсы, необходимые для выплаты денег. Она также пообещала никоим образом не ставить фирму в неловкое положение. Но выполнить это обещание она точно не смогла бы. Она продолжила попытки выкупить помещение. Поскольку финансовые проблемы росли, Анна Делви начала собирать средства и приглашать более состоятельных гостей на свои званые ужины. Одним из гостей, с которым она сблизилась, был известный фармацевт Мартин Шкрели, человек, который попал под огонь критики, когда его компания подняла цену на жизненно важные лекарства с 13 до $750. Позже он был осужден за мошенничество с ценными бумагами и в настоящее время отбывает тюремное заключение. Анна действительно казалась популярной женщиной в городе, которая знала всех. Шкрели написал: «Несмотря на то, что я был известен на всю страну, рядом с ней я чувствовал себя компьютерным гиком». Анна также переняла у Шкрели несколько приемов, которые позже использовала для мести. Изменить. Анна очень серьезно относилась к открытию своего предполагаемого фонда. Она постоянно разговаривала по телефону с адвокатами, сказал Неф, который подслушивал разговоры в отеле. Они всегда успокаивали ее, типа: «Анна, ты пытаешься заставить что-то, что стоит столько-то, стоить столько-то, а это просто не так работает». Однажды вечером Анна пригласила Нефа на ужин, и когда пришло время оплачивать счет, стало ясно, что у нее проблемы с наличными. Проблемы. Она даже попыталась расплатиться примерно 12 кредитными картами. Все они были отклонены. Именно тогда у Анны Делви все пошло наперекосяк. У Анны Делви были не только проблемы с денежными потоками, но и гораздо более серьезные проблемы. Она все еще не заплатила за проживание в отеле Eleven Howard. На самом деле у них даже не было кредитной карты на ее имя. Отель относился к Анне Делви как к уважаемой гостье, поскольку она была богатой немецкой наследницей и клиенткой владельца отеля. Владельцу принадлежало помещение, которое она пыталась приобрести, поэтому отель согласился принять к оплате банковский перевод. Но прошло 1,5 месяца, а платеж так и не был произведен. Анна Делви, выдававшая себя за богатую светскую львицу, задолжала отелю в Нью-Йорке $30 000. Несмотря на заявление о том, что банковский перевод уже в пути,
Администрация отеля проявила нетерпение и заблокировала ее вход за то, что она не предоставила действительную кредитную карту. Чудесным образом банковский перевод пришел, но подозрения остались. Вскоре после этого Анна вылетела в Марокко со своим личным тренером и Рэйчел Уильямс. В Марокко ее карточки неоднократно отклонялись, и она умоляла других покрыть расходы. В конце концов, Рэйчел была вынуждена оплатить счет за гостиницу на $62 000, что превышало ее годовую зарплату. Вернувшись в Нью-Йорк, Анна продолжила мотаться по гостиницам, накапливая счета, которые не могла оплатить, и теряя гостеприимство. Ее ложь и манипуляции настигли ее, и друзья наконец поняли, что Анна никогда не была той, за кого себя выдавала. Задержавшись у своего тренера, Анна Делви оставила свой ноутбук, вероятно, в качестве уловки, чтобы вернуться, но ей было отказано во въезде. Поскольку ни один отель не согласился принять ее, она даже попросила своего адвоката предоставить ей жилье. В конце концов, ее тренер организовал встречу с людьми, которых Анна обманула. Анна плакала, утверждая, что вернет деньги всем, но они сообщили, что место ее мечты уже сдано в аренду кому-то другому. Она назвала это фейковой новостью. Вскоре после этого Рэйчел Уильямс сообщила окружному прокурору, назвав Анну мошенницей. Анна была арестована за неоплаченные счета в отеле и ненадолго отпущена, а затем вновь арестована в Калифорнии. Оказалось, что она была не немецкой наследницей, а женщиной русского происхождения по имени Анна Сорокина из рабочей семьи. Столкнувшись с многочисленными обвинениями в мошенничестве, она отказалась от сделки о признании вины сроком от 3 до 9 лет, настаивая на судебном разбирательстве. Судья отметил отсутствие у нее раскаяния и предупредил, что ей может грозить до 15 лет тюремного заключения. В ожидании суда Анна Сорокина, она же Анна Делви, как сообщается, процветает на острове Райкерс, называя это социологическим экспериментом. Она завела друзей, находит убийц интересными людьми и изучает заключенных как конкретные примеры. Ее адвокат даже называет ее там единорогом. Несмотря на то, что ее несбывшаяся мечта основать фонд Анны Делви, Anna Delvey Foundation, была передана в аренду кому-то другому. Анна остается странно оптимистичной, утверждая, что совершенные ею ошибки не перевешивают ее успехов. Она якобы обманула банки, отели и друзей на сумму около $270 000, используя поддельные документы, фальшивые чеки и фальшивые удостоверения личности, и почти провернула это с абсолютной уверенностью. Если бы ее фонд начал свою деятельность, ей, возможно, все сошло бы с рук. Сейчас, когда на Netflix готовится сериал, Анна, похоже, больше сосредоточена на своем имидже, чем на своих преступлениях. Даже публикует посты из тюрьмы в Instagram через кого-то на свободе. Еще одно напоминание о том, что нужно быть осторожной с теми, кому доверяешь. Если вам понравилась эта статья, не забудьте подписаться на нее и нажать кнопку «Мне нравится», чтобы не пропустить наши новые истории.